don't have, any of us have complete and total sovereignty either. И мы все тоже не имеем полной суверенности. We have to live under the laws of the country we're in. Мы живем в соответствии с законами страны, So даже с гражданами, которые мы являемся, или там, где мы находимся. So our sovereignty is somewhat limited too. И наша суверенность тоже в определенной мере ограничена. So again, thinking about therapy, I think it's important for us to keep this idea of sovereignty in mind. И когда мы говорим о терапии, нам очень важно эту идею суверенности учитывать. And that we have to have a certain amount of respect for the people that we're working with. И иметь определенную степень уважения по отношению к людям, с которыми мы работаем. One of the important values of psychotherapy, I believe, is what we call self-determination. Одна из особо важных ценностей терапии заключается в самонаправленности. That the person has the right to make the decisions in their life. Что у человека есть право принимать решения в своей жизни. And to live with the consequences. И жить в соответствии с теми последствиями, к которым он приходит. Some of those consequences may look like punishment. И некоторые из этих последствий могут быть похожими на наказание. But some of those consequences may be rewarding. Но некоторые из этих последствий являются вознаграждением. We talk about raising children. И мы говорили о воспитании детей. We're trying to help them learn responsible behavior. Мы стараемся помочь детям осваивать ответственное поведение. Through the consequences and the things that happen as a result of their choices. Через последствия и то, что происходит в результате того выбора, который дети осуществляют. If you read some of the work of Rudolf Dreikurs, если вы почитаете работу Дрейкурса, you'll see that he talks about the laws. He talks about the use of logical and natural consequences. Вы увидите, что он говорит об использовании логических и естественных последствий, так называемых. And these consequences have to do with what happens as a result of the choices that the children make. И эти последствия являются результатом тех выборов, которые дети осуществляют. And that parents are trying to teach children to be able to live in society. И родители пытаются научить детей способности жить в обществе. Because society is going to reward some behaviors and it's going to punish others. Поскольку общество будет вознаграждать некоторые виды поведения, а некоторые будет наказывать за некоторые. Let's see. A lot of the difficulties we have with parenting. Много сложностей, с которыми мы сталкиваемся как родители, comes from the fact that parents are not willing to allow their children to experience the consequences of their actions, of their choices. Из-за того, что родители не дают детям возможности сталкиваться с последствиями их действий. If they get a bad grade at school, к примеру, ребенок получает плохую оценку в школе, and the parents call up the teacher, и родитель звонит учителю, and they complain to the teacher about you're being unjust to my child. И жалуются на учителя, говорят, что вы несправедливы по отношению к моему ребенку. Little Johnny is a very smart boy. Маленький Джонни очень умный мальчик. You have to give him a better grade. Вы должны ему поставить более высокую оценку. And so what does little Johnny learn? И что тогда усваивает маленький Джонни? He doesn't learn to do his work in school. Он не учится делать свою работу в школе. Because he knows someone is gonna hold him up. Потому что он знает, что кто-то будет за него как бы отстаивать его позицию. And little Johnny will not learn how to work hard. И маленький Джонни вообще не усвоит, как ему усердно работать. Because the consequences of him not working hard are not there. Потому что он не столкнулся с последствиями ситуации, когда он не старался, не работал усердно. Or maybe there's another child that picks on little Johnny. Или может быть есть другой ребенок, который дразнит маленького Джонни. And abuses him on his way to school and on his way home. И обижает его, когда Джонни идет в школу, по дороге в школу или по пути домой. And so the parents call up their lawyer. И родители звонят своему адвокату. And they file a lawsuit with the school. И судятся со школой. Because it's the school's fault that poor little Johnny is being abused. Потому что школа виновата, что маленького Джонни обижают. But maybe a better way would be for them to counsel and encourage little Johnny. Но возможно лучше, они бы сделали более правильно, лучше, если бы они
обучили маленького Джонни about handling this hostile environment that he lives in. тому, как правильно обращаться с таким враждебным, в такой враждебной средой, в которой он живет. How to deal with the fact that there are bullies in this world. Как сталкиваться с буллингом, что делать, когда по отношению к нему кто-то проявляет буллинг. That maybe he needs to adjust the way he lives because of that. Возможно, ему нужно как-то адаптироваться и менять свой способ жизни, образ жизни. Instead of trying to change the whole world so it fits little Johnny. Вместо того, чтобы вместо попытки менять весь мир таким образом, чтобы это удовлетворило маленького Джонни. Another issue about responsibility Еще один аспект, касающийся ответственности, is that responsibility and authority can be delegated. заключается в том, что ответственность и власть может быть делегирована. This is what God did for Adam in the garden. Это то, что Господь сделал, дав власть Адаму в саду. God had all power and sovereignty over all things. У Бога была вся власть и суверенность над всем. But he delegated responsibility to Adam for the creatures of the earth. Но он делегировал ответственность Адаму за все создания на земле. You may remember the story of the Roman centurion Вы помните историю римского центуриона, who had the sick servant, у которого был больной слуга, and he sent the message to Jesus. и он послал послание Иисусу. And the message was said, I am a man, I have authority, И он сказал: у меня есть власть, but then I'm under authority too. но я тоже нахожусь под чьей-то, я также нахожусь в подчинении кому-то еще. Authority has been delegated to me by the Roman government. Мне делегировало власть римское правительство. But then I can also delegate authority and responsibility to my servants, and I send them out to do things. Но я также могу делегировать мою власть своим слугам, и я направляю их делать разные вещи. And Jesus recognized the fact that this centurion recognized that Jesus had power and authority. И этот центурион признал, что у Иисуса есть власть и авторитет. And because he understood authority, both his responsibility to those above him, И поскольку этот центурион очень хорошо понимал суть своей ответственности перед теми, кому он подчиняется, and he understood the authority of people that under him, и он понимал свою власть над людьми, которые ему подчиняются, he could recognize the power and authority that Jesus had. ему это помогло признать власть, и силу, которая была у Иисуса. Over illness and demons, Над болезнью, над демонами and over the rest of God's creation. и над всем остальным Божьим творением. Then a little more. И немножко еще Freedom and responsibility. о свободе и ответственности. There's a certain amount of freedom that people have in order to have this sovereignty in their lives. Есть определенная степень свободы, которая должна быть у людей для того, чтобы у них была суверенность в их жизни. And we also have to take responsibility for ourselves. Нам очень важно принимать на себя ответственность, брать ответственность In order to have our freedom. для того, чтобы иметь свободу. To me, this shows up in America. Для меня это становится очевидным в Америке. In that people really cannot be free unless they're willing to take responsibility for themselves. Люди не могут быть свободны в случае, если они не готовы брать на себя ответственность за себя. I think it's an amazing thing in the American way of government. Я думаю, что это совершенно удивительно, как это организовано в американском правительстве. Is that a group of people are able to rule themselves. Что это группа людей, которые могут сами собой управлять. But the ability to take responsibility for yourself is one of the things that's required in a democracy. Способность брать на себя ответственность, именно это требуется от нас в случае демократии. You cannot be free unless you're willing to take responsibility for yourself. Вы не можете быть свободны в случае, если вы не готовы брать ответственность за себя. Because when you give up responsibility, you're also giving up your sovereignty. Потому что когда вы лишаетесь ответственности, вы также лишаетесь суверенности.
when I give care of my life to other people, Когда я отдаю заботу о своей жизни в руки других людей, I'm giving those people power over my life. я отдаю этим людям власть No. над моей жизнью. Now, in psychology, there's a debate about how much are people responsible. В психологии есть дискуссия и спор о степени ответственности людей. What is the source of people's behavior? Что же является источником поведения людей? So you have a neurological structure in your brain and in your nervous system. Есть нейрологическое основание в наших мозгах и в нашей нервной системе. You have chemicals flowing through your system. Есть химические элементы, которые двигаются в наших системах нашего организма. Right now, some of us have caffeine flowing in our system. У некоторых из нас сейчас кофеин передвигается. And there are social forces on us and pressures. И есть социальное давление на нас, социальные силы, которые действуют на нас. And also there are personal impulses and desires. И есть личные импульсы и желания. And if all we are Если все, чем мы являемся, is the sum of all those things in our lives, это сумма всего этого в наших жизнях, then we're not really responsible. тогда мы не ответственны. I could say that the caffeine made me do it, Я могу сказать, кофеин сделал это со мной. or my neurological structure made me do it, Или моя нейрологическая структура привела к тому, что я так себя веду. or all the forces in society that all made me do it. Или все силы в обществе, они все на меня так повлияли, и я сделала это. And most Christians reject this Большинство христиан отрицают такой подход, because it's too simple. потому что это слишком просто. On the other hand, С другой стороны, if there are no limits, если нет ограничений, we're absolutely free to do everything we please. тогда мы абсолютно свободны делать все, что взбредет нам в голову. But there are some limits. Но есть ограничения. Dr. Adler Доктор Адлер believed in the idea of soft determinism. Был приверженцем идеи мягкого детерминизма. That in other words, we have a certain amount of freedom or sovereignty, Иными словами, у нас есть определенная степень свободы и суверенности, but that there are some limits to that. но есть определенные ограничения в этом. And that yes, some of these, my brain structure and maybe the chemicals in my body, И некоторые из них относятся к моим мозговым структурам и химическим элементам, которые есть в моем организме. that these things set some limits on my abilities. И эти вещи определенным образом лимитируют мои способности. But that within those limits, I'm free to do as I choose. Но в рамках этих границ я свободен действовать по своему выбору, на свое усмотрение. And I think sometimes the way we do psychotherapy, И иногда то, как мы осуществляем психотерапию, sometimes by psychotherapy, sometimes by medications, иногда через психотерапию, иногда с использованием медикаментов, we sometimes limit the sense of personal responsibility. но именно используя эти стратегии, мы иногда ограничиваем чувство ответственности другого человека. We tell people it's not your fault. Мы можем говорить человеку, это не ваша вина. It's a chemical imbalance in your Это просто brain. химический дисбаланс в вашем мозгу. And so you're not responsible. И вы не ответственны. And in some cases, I think that's true. И в некоторых случаях, я думаю, это правда. In the case of mania В случае мании or bipolar disorder или биполярного or расстройства, schizophrenia, или шизофрении, there's a large part of the illness that is because there's a physical reason. очень большая часть этого заболевания вызвана именно физическими основаниями. And sometimes a person does terrible things Иногда человек делает ужасные вещи, because their brain is not working. потому что его мозг не функционирует должным образом. And once the person gets the right medications in their system, И как только человек получает правильное медикаментозное лечение, they don't have that problem anymore. у него больше нет этой проблемы. But sometimes psychotherapy limits a person's freedom and sovereignty too. Но иногда психотерапия тоже ограничивает свободу и суверенность человека. When we teach the person that none of this is your fault. Когда мы обучаем человека следующему, говорим, что So- ничего из этого не является твоей виной. Это не твоя вина.
that when a person has been a victim of some kind, Когда человек является жертвой какого-либо рода, anything that they do as a result of that is okay. и все, что он делает вследствие того, что он стал жертвой, чего бы то ни было, является нормой. That, in other words, being a victim allows you or permits you to do all kinds of things that Тот are факт, wrong. что ты себя считаешь жертвой, дает тебе право делать разного рода нехорошие вещи. I think that in psychotherapy we should teach people that the things that happen to them are not their fault. Да, я тоже считаю, что психотерапевты должны обучать людей, что то, что с ними происходит, не является их виной. We shouldn't blame a child for being abused. Мы не должны обвинять ребенка за то, что по отношению к нему совершали насилие. It was the sovereign action of someone else Это that было did this to you. суверенным действием кого-либо еще, который сделал это по отношению And к that тебе. person is the one that's responsible, not the victim. И этот человек является ответственным, не жертва. So we're not responsible for the things that happen to us, И мы не ответственны за то, что происходит с нами. but we are responsible for the ways that we respond to the things that happen to us. Но мы ответственны за то, как мы реагируем на то, что происходит с нами. And when we encourage people to respond in a way that's responsible to the things that happen to us, И когда мы побуждаем людей реагировать ответственным образом на то, что происходит с ними, we can help them to exercise power in a right way in their lives. мы можем помочь им применять власть правильным образом в их жизни. In just a couple more minutes. И еще парочку минут. So this is one of the reasons I try to get people to accept responsibility or even blame for some of the things they do. И это одна из причин, почему я стремлюсь к тому, чтобы помочь людям принять ответственность, иногда даже вину за то, что они совершили. Because if I can accept the blame Потому что если я могу принять вину, when I do something wrong, когда я делаю что-то неправильно, then I should also accept the credit when I do something right. тогда я также должен принимать похвалу за то, что я делаю что-то правильно, вознаграждение за то, что я делаю что-то правильно. Because if I'm just a victim Потому что если я просто and жертва, everything happens to me, все происходит со мной, and other people have all the power, и у всех людей вся власть, then when I do something right or do something good, тогда если я делаю что-то правильно, что-то хорошее, that's all because of somebody else too. это тоже все по причине того, что другие за это ответственны. And then I have no way of building up any confidence in myself. И у меня нет возможности выстроить уверенность в себе. And I cannot say, oh, I can do that, И я не могу сказать, о, я могу с этим справиться. or I'll take responsibility for that, Или я возьму ответственность за это. or I'll build that, or I'll do that Или job, я выстрою это, или я справлюсь с этой работой. because I think I can do it. Потому что я думаю, я могу это сделать. No, then I'm like paralyzed, И тогда я вроде как парализован. or I always need someone to help me. Мне всегда нужен кто-то, кто может мне помочь. I also like, one more minute. И еще одну минутку. I also like to avoid saying that a person has been wounded or broken. Я стараюсь избегать высказывания о том, что человека ранили или сломали. Even though they may be suffering terrible hardship. Несмотря на то, что человек может переживать очень болезненные времена, болезненные переживания, And great pain. и проходить через очень сильную боль. Because I don't want to diminish the power that person has. Я не хочу преуменьшать власть, которая есть в жизни этого человека. I don't want them to think that they're broken and they can never be repaired. Я не хочу думать, что этот человек поломан и больше никогда его не восстановят. Or that they're wounded and they can never be healed. Или что он ранен и больше его никогда никто не исцелит. Because we're much more and psychologically able to improve and rise above those things. С психологической точки зрения у нас очень большой потенциал к изменениям и к тому, чтобы возрастать даже в результате того, что произошли такие события.